Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Я сегодня для вас сделаю расклад на тему, что он думает о вас сегодня, да, прям сегодня. Ну, давайте вызовем его, вызовем мужчину и спросим у него. Я буду вначале на Ленорман. Можете смотреть все видео, а можете выбирать. Ну, давайте посмотрим преддиагностику. Какой мужчина, какая женщина пришли сегодня к нам, ваша энергетика. Ну, вы себя узнаете обязательно. Что же он думает о вас сегодня? И вот. Ой, он думает о какой-то развилке, что ему нужно выбирать. Может быть, так не хочется, да? Но что-то ему нужно выбирать в своей жизни. Он глубоко об этом думает. Будет ли он что-то делать, неизвестно, но мы смотрим именно его мысли. Он хочет что-то выбрать. И вас надо найти, а вы... Да, может быть, между вами отдаление есть, может быть, у вас какие-то хлопоты сейчас могут быть, связанные с исполнением вашей мечты, с тем, чтобы, ну, как бы... Здесь, знаете, вы, может быть, вот хлопочете о чем-то, может быть, о детях или еще о чем-то, и в то же время задумываетесь о своей судьбе. Туда ли вы идете? Почему судьба так, может быть, где-то несправедлива? Да? Какие-то такие острые мысли о судьбе у вас могут быть. Ну, давайте, ладно, посмотрим все-таки расклад. Итак, что он думает о вас сегодня? Прямо в данную минуту. Вот он и думает о вас. Прямо в эту минуту. Хотел бы, возможно, обновить отношения. У некоторых детей даже хотел бы. Может быть, если у вас есть дети, он думает о вас и о вашем ребенке. Ну, здесь он хотел бы обновить больше страсть. Да? Я просто говорю варианты, которые мне идут в тот или иной момент. Он хотел бы с вами поговорить по душам. Хотел бы страсти, чистых преданных отношений. Ага, но здесь, чтобы поговорить по душам, ему, он считает, нужно надеть маску. Маску какую-то, да, то есть это может быть... маска, которая к нему какая-то прилипла, и он, может быть, вот думает, нужна ли эта маска вообще или не нужна. Да, здесь сложно. Вот видите, карты четко отвечают. Его мысли только о вас. Его мысли только о вас. И сейчас он вас любит, конечно же. Замечательно. Очень хорошая энергетика, хороший расклад. Что еще расскажет? Ой, и помириться хотел бы. И, ну, как бы... вам оказать какую-то услугу, да, хотел бы такую масочку одеть, как собачки, чтобы, может быть, вы его простили, но здесь энергетика очень хорошая, здесь нет даже никакого намека на то, что там случилось, прям сразу карты о том, что он вас думает, о вас думает прямо сейчас. Да, хотел бы навести мосты, хотел бы поговорить.
Ну, может быть, обман какой-то он и готов сделать, да, вот одев эту маску, но чисто для того, чтобы что-то вам не раскрывать, что вам не понравится. Он хотел бы навести мосты, а здесь у него, видите, ситуация какая-то запутанная в его обществе, связанная с, видите, с третьими лицами или с лисами какими-то. Ну, наверное, поэтому он и вот эту маска, да, вот эта маска у него одевает маски друга такого плана. Мгм. Ну, вообще он ищет возможности для того, чтобы разобраться в своей жизни, разобраться в этом лабиринте и изменить ситуацию. Здесь карта корабля может показывать и на приезд, да, что он куда-то отправится, или же на перемены, связанные с каким-то разговором. То есть он будет искать возможности поговорить с вами, если вот у вас там ссора какая-то была или еще что-то, он будет искать примирение. Конечно же, он вас любит, он считает вас красивой, он считает вас красивой. Но все-таки есть определенный выбор. Может быть, он даже не знает, как с вами разговаривать, да, может быть, он не знает, думает, одевать какую-то маску, может быть, нет. У него здесь есть выбор. Этот человек должен сделать какой-то выбор в своей жизни, и здесь, может быть, с родственниками связано. Он думает об этом, но все мысли-то у него о вас. Все мысли у него о вас, о примирении, о том, что хотел бы быть рядом с вами. Да, ну, что интересно, здесь даже ночного уровня нет. Да? Здесь он именно сейчас, когда мы спрашиваем, что сейчас он думает чисто о том, как бы хотел бы восстановить с вами отношения. Он будет искать возможность для того, чтобы пойти к своей, навстречу своей звезде, навстречу своей любви. Он считает, что ваша любовь не просто так, а она по судьбе. Хотя есть определенные кармические проблемы здесь в ваших отношениях, уроки, которые пройти нужно именно вашему мужчине. Мгм. Именно ему нужно пройти какие-то уроки, прежде чем у вас с ним наладятся отношения. Здесь карты показывают, что он, может быть, за вами где-то подсматривает, может, пытается анализировать ваше поведение, то или иное, да? Да. Он будет идти к переменам. Вы можете надеяться на то, что он будет идти к разговору с вами, может, даже к встрече с вами. Он будет пытаться это сделать, найти возможность для того, чтобы это сделать. Мгм. Ну и есть маски, которые он носит в своем обществе. Это может быть связано с его родственниками. И пока он не сделает выбор, в какую сторону ему идти, он не будет действовать. Но я вам сказала его мысли и в каком направлении они сейчас у него есть. Давайте будем смотреть следующий расклад. Давайте будем смотреть, что нам покажет колода Кипер. Как приятно смотреть, когда есть любовь, когда хорошая, замечательная такая энергетика. Итак, давайте на этой колоде посмотрим, что он думает о вас сегодня. И преддиагностику так же, как обычно, посмотрим. Вот вы вышли. Вы смотрите на карту счастья, да, удачи. Может быть, вы думаете о том, что потеряли какую-то радость, да, в своей жизни, что вас тому, кому вы верили, обманул кто-то, да, вот ваш мужчина, например, видите?
не рядом вы находитесь. Ну, здесь, конечно, у всех по-разному может проиграться. Здесь карты говорят о том, что он сейчас, может быть, с каким-то мужчиной решает вопрос. Может быть, у него есть какой-то мужчина, который ему в чем-то помогает, да? Мужчина издалека, возможно. Давайте будем смотреть, что он думает о вас сегодня, сейчас, сегодня, в данную минуту. Так, и все мы помешаем и посмотрим, как нас направит Вселенная, что он думает. Так, здесь он, может быть, думает о том, что он уже не тот, да, что он повзрослел уже. Может, он думает о каком-то мужчине, который в предиагностике был, да, который может ему чем-то помочь. И сейчас, может быть, который может помочь ему в решении каких-то, это юрист, может быть, жилищных вопросов, материальных вопросов или с родственниками каких-то вопросов, да, решений такого плана. Переживает о чем-то он, да, о том, что, может быть, сейчас что-то не получается, оно известие какое-то могло быть не очень хорошее по поводу как раз вот этих дел. Вот у него сейчас такое состояние. Ну и также, может быть, это касается любви. То есть что-то не получается, и в любви не получается. Угу. У него не получается, да, что-то. С вами у него не получается что-то вот построить, да, такой момент. Карта ожидания. Вы чего-то ждете. Вы ждете, когда что-то изменится в вашем обществе, когда будет радость в обществе, когда дом будет, да, с любимым мужчиной, семейность. Но этого нет, этого пока нет. Пока нет возможности для этого, нет финансовой возможности, никакой другой, да. Нет у вас семьи. Вот вы просто рассказываете тоже об этом. Я поэтому говорю, да. Так, ну что ж, хорошо показывают карты, что долгий путь ваших испытаний каких-то, он подходит к концу. Карты показывают, что вот я говорю, да, испытание подходит к концу, мужчина хочет убрать, если между вами было молчание, он хочет убрать это все между вами. Он хочет убрать длительное молчание, закрытость, он хочет радости, он хотел бы вот этого общества, да, где вы бы были друг с другом веселы и счастливы, вы выходите друг на друга, это замечательно, он о вас думает, конечно же, как и в предыдущем раскладе, сегодня энергетика такая, что мужчина думает о вас, он вас любит, он о вас вспоминает. Ему очень тяжело в том доме, где он находится без вас. Возможно, ему придется терять что-то, какое-то имущество для того, чтобы на пути к вам. Что-то ему, может быть, придется какие-то отношения терять. Он думает об этом, обо всем. Он ожидает, что в итоге он будет с вами. Он будет работать над этим, да, обязательно. Он идет навстречу к вам. Он будет идти навстречу к вам, навстречу тому, чтобы с вами у него был дом.
В недалеком прошлом он вот может рассказать о том, что были ограничения. Ограничения были в том, чтобы радоваться жизни, что у него не все так гладко в жизни было. Здесь, может быть, и расстояния могли быть между вами, но сейчас он хочет перемен. Он хочет перемен, связанных с тем, что долгое время, может быть, он себя не очень хорошо чувствовал или был в состоянии неспособности действовать. Сейчас ситуация у него начинает меняться. Да, он, может быть, был не способен действовать, связано это могло быть с отношениями с какой-то другой женщиной, которая могла вот быть в его доме, да, которая могла, которая здесь на карте изображена богатой женщиной, и, возможно, которая его в чем-то ограничивала, да. У него могла быть какая-то женщина в его жизни, и она, может быть, до сих пор присутствует в его жизни, но он хочет изменить эту ситуацию. Эта женщина может быть родственницей, бывшей там или любой другой женщиной в его жизни, да, не обязательно его там любовница или еще кто-то. Все это может быть любая женщина, которая имеет на него влияние, на вашего мужчину. Но, тем не менее, все мысли у него о вас, и его будущее связано именно с вами. Именно с вами связано его будущее. Он будет идти навстречу к вам. Навстречу, ну, может быть, даже ему придется что-то потерять, да, как я уже говорила. Но, возможно, вы построите с ним в будущем все заново. Никогда не стоит жалеть о чем-то в своей жизни, то, что вам не нужно. То, что вам не нужно. А вы сами должны понимать, что вам нужно для счастья, и идти только в этом направлении. Здесь может быть у него судебные дела вот с какой-то вот этой женщиной. Я просто вот хочу вам, ну, это намекнуть на это. Он не знает, как ему выйти из его ситуации достойно. Есть определенные, видимо, моменты. Но мысли его о вас, и он к вам именно будет идти, навстречу к вам будет идти, решая свои вопросы. Вот таким вот образом. Ставьте лайки, и всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.